Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро расклад– внезапная новость, которая изменит ваши планы. Вот какие перемены вас ожидают в жизни, и, возможно, это будет связано с информацией или с каким-то событием, которое так вот скоро, внезапно, стремительно ворвется в вашу жизнь. Давайте будем узнавать. И у нас сегодня колода ангелов-хранителей. Давайте именно у этой колоды попросим поговорить с нами, какие возможные стремительные события или то, что для нас будет даже несколько неожиданно. Вот попросим карты, чтобы они нам предвосхитили то будущее, которое совсем скоро случится, произойдет. Чтобы для нас это не было неожиданностью, будем говорить, правда? Предупрежден, значит вооружен. Ну и вначале мы сделаем сигнификацию, чтобы вы могли определить, а насколько этот расклад откликается в вашей душе. И подойдет наш расклад как и для мужчин, просто перекладывайте на себя, так и для моих любимых девочек. Итак, кто вы? Что у вас сейчас происходит? Вот давайте узнаем. Ну, сказать, что у вас сейчас все спокойно, я, конечно, не могу. Это у нас рыцарь мечей или рыцарь воздуха. Да, интеллект, конечно, в первую очередь. У вас какая-то задача стоит, трудно разрешимая. И вроде как где-то карта предвосхищает, что то, чем вы сейчас занимаетесь или решаете вопрос, он уже состоялся с такой вибрирующей позицией, когда то, что вы задумали сделать, оно вот так не пошло. Вот это, наверное, главное отличие. Вас как будто жизнь или ситуация заставила быть гибче, что-то пересмотреть, передумать. Вы могли рассчитывать на один вариант, исход какого-то вопроса, а тут по ходу пьесы пошло как-то совсем по-другому, и вам пришлось, вы были вынуждены именно каким-то новым методом прибегнуть. Здесь много движений, безусловно. Возможно, это у вас. Но здесь может быть и даже, если мы говорим о мыслях, да, намерениях и планах. Были одни планы, а тут, каким-то образом сместились. Возможно, это было связано еще и с людьми, с перемещениями, мои дорогие рыцари, это всегда движение. Возможно, и вам пришлось буквально колесить по инстанциям и с кем-то договариваться. Возможно, был контакт или онлайн, или переписка. Но тут явно был как и ход ваших мыслей, размышления мы, да, говорим, или когда пришлось что-то переделать, но есть еще и контактные лица. То есть само по себе дело, оно проходит в двух энергиях. Ваша активность сама по себе физическая, и есть еще как данность какая-то сложившаяся, когда вот этот самый метод, способ или какой-то вариант решения вопросов тоже пришлось переделать. И есть вот в конечном итоге нам не говорят, решили вы или не решили свою задачу. Но вы чем-то разочарованы. Вы разочарованы, потому что какой-то ваш план, но это всегда у нас так сложновато проходит, потому что нам кажется, все я вроде рассчитал или рассчитала. Оно вот именно все как-то так складывается планомерно и кажется, вот сейчас можно вздохнуть, а нет. Тут какие-то у вас, возможно, были приняты у кого-то обязательства или, может быть, даже вопрос, как на доверии состоял. И, тоже были надежды, что именно будет так, как было обещано, или вами еще одновременно просчитано. Нет, вот совершенно какая-то другая конфигурация. И я не могу сказать, что пока, по крайней мере, по этим картам, потому что младшие арканы, что это как обстоятельства, которые вот так жестко где-то давили на вас. Нет, мои дорогие, тут, возможно, была и ваша какая-то ошибка. Вот, может быть, вы сейчас этого даже не видите, а может быть, кто-то такой очень откровенный. Себя, знаете, как вы сейчас такой строгий арбитр для себя и судья. Анализируете и думаете, а ё-моё, опять нашла какие-то грабли. Я так условно говоря. Да, это точно. Именно какой-то ляпсус, когда вы, может быть, из-за наивности, доверчивости или веры в лучшее, веры в то, как вера в людей, когда вы включились в ряд вопросов, а вам не надо было этим заниматься. И в итоге что получено? Либо вы буквально вынуждены много работать, чтобы, к примеру, исправить какую-то финансовую ситуацию, или когда исправить ситуацию, которая касается
Ну, пересмотра ваших взаимоотношений. Здесь может быть как ваша помощь тут на самом деле у кого-то из вас, когда, ну, как-то не очень правильно вы рассчитали либо свои силы, либо, мои дорогие, здесь мог быть такой человек, который, знаете, мягко стелит, но жестко спать. Вот интересно, только сказала про человека, у нас выпадает король кубков, король воды. И вот в этой колоде это тут двояко. Именно в этой колоде это, знаете, тот человек, который делится от всей души, от всего сердца. Кубок, да, прижимает как бы и к сердцу, и ладонь правой руки тоже положил человек на сердце. Вроде как надежность, вот именно фидабеля, то есть надежный человек. Может быть, это мы так представляли. Мало ли, что мы там представляли. А жизнь нас поправила. Вот судя по всему, как и планы, как и методы, как и, может быть, и взаимоотношения, тут у каждого по-своему. Вот тут нас жизнь явно поправила. Ей пришлось решать какую-то тему или вопрос совершенно не так, как это было задумано первоначально. Что о вас еще расскажут карты? Вы знаете, тут вот именно ваш вопрос, почему, может быть, он вами так сложновато воспринимается. Все-таки мы иногда пятерку кубков как разочарование, как предательство, как чьи-то хитрики, но какую-то неправду воспринимаем. Так вот, эта неправда могла быть от того человека, близкого, может быть, даже, увы, или того человека, которого вы считали абсолютно точно с вами, как на одной волне. Вы на него надеялись. И пусть вы не ожидали от него помощи, но вы не ожидали от него подвоха. Здесь вполне вероятно, почему вот рыцарь мечей. Я иногда говорю по этой карте, потому что в разных колодах иногда все же просматривается, да, как будто нам пора сворачивать с этого пути, с этой дорожки, потому что если мы дальше будем так действовать, ничего хорошего не получится. Вас жизнь вынуждает пересмотреть некоторые отношения. Ладно, что еще? Что прямо сейчас? Тем не менее, какие-то ваши планы на будущее, они должны быть осуществлены. По крайней мере, вы очень так стойко и себя ориентируете не совсем на момент, что происходит прямо сейчас, а как будто, может быть, даже, да, вот взаимодействие где-то нарушает ваши последующие планы. И именно из-за этого нарушения или из-за того, что вам приходится что-то пересмотреть, вы сейчас расстроены. Потому что вот что-то как ваш путь срывается, да, но тем не менее, вы, вот что о вас скажут карты, вы очень целеустремленный человек, который умеет и, скорее всего, работает много. Причем пытается в балансе содержать буквально и дом, семья, если таковая имеется, финансы. Но вот к вам, может быть, поэтому обращаются, потому что видят вас надежную персону или как точку опоры. Но вышло именно так, как вышло. Вы как будто кому-то помогли, или с кем-то провзаимодействовали, или выполнили какую-то часть работы, собственных обещаний, а вот в вашем отношении никто ничего не выполнил. Тут какая-то пауза. И теперь вы, исходя из прошлого опыта, со знаком минус, вы теперь как будто задумались о том, что мне как будто нужно сворачивать, да, я сказала. Значит, уйти из какой-то проторенной дорожки. Как это поступить? Как мне свое будущее, мои планы переложить на сегодняшний день? И, скорее всего, вот сама как будто королева земли, ну, мужчина перекладывайте на себя, потому что это добрый человек, практик и надежный человек, тот, которому можно верить. Но вот именно теперь вы задумались о том, что, нет, что-то мне тут надо поставить на паузу. Именно мое участие, посмотрите, какой первый ряд непростой. Когда я от этого ни вдохновения, ни спасибо, может быть, даже так не получаю, когда я обрастаю какими-то проблемами и становлюсь словно как заложник, а более того, это у нас первый старший аркан, поэтому кто-то из вас сейчас видит правду вообще, вы знаете, как неприкрыто, потому что вы понимаете, мало того, что то, что в моих как бы силах, да, я могу как-то преодолеть, может быть, много вы работаете, стараетесь, но, может быть, у вас сейчас как интуиция работает, и вы понимаете, что альтруизм до поры до времени должен быть закончен. Иначе совсем скоро что-то будет меняться, возможно, поэтому вы смотрите расклад,
И я как неудел могу оказаться. Поэтому вы думаете, как красиво выйти из какого-то дела. Причем так, чтобы к вам либо не было претензий, либо, ну, по крайней мере, самому не оказаться в какой-то или не самой, не оказаться в какой-то ловушке, чтобы не начать опять что-то заново передумывать и тоже где-то погрузиться в эту ненужную философию. Вы точно сейчас себя пытаетесь от этого факта увести, потому что вы понимаете, уже, может быть, это у вас такой опыт был жизненный, все же у нас и тем более королева Пентаклей, потому что не впервой, как будто вы оказываетесь в этой жизненной паузе или ловушке, пусть это связано было у кого-то с другими людьми или с другими жизненными ситуациями. И вы себя от собственных иллюзий и заблуждений пытаетесь сейчас перестроить, как и в направлении будущего. Может быть, задаете себе вопросы, что я именно сейчас могу для себя сделать хорошо, правильно. Возможно, я так тоже не исключаю, вы рассматриваете и дальше какие-то новые методы. Буквально это карта рутины. Это когда много работы. Стало быть, у вас действительно много работы. И на кону стоят буквально финансы. Здесь карта иногда говорит о том, что мы буквально как детали изучаем, инструкции изучаем, потому что нам нужно сейчас концентрироваться на чем-то очень важном. Решу эту проблему, окей, значит сумею, ну буквально, выйти из создавшегося положения. Тогда мои планы, они, даже если где-то претерпевают коррекцию, но в целом я все равно смогу что-то осуществить. На кону вы сами. Вот, наверное, то, что характеризует, как характеристика вас, сигнификация, вот насколько это вам подходит. Здесь нет надежды на других, тут скорее, чтобы никто не мешал. Вот желание я вижу именно так, потому что сложная история, она у вас именно сложилась, потому как вы кому-то доверяли, на что-то надеялись, или, может быть, даже планировали что-то на более далекий период времени, но тогда в последний момент какой-то человек как выпал из этого взаимодействия. Он сам как будто либо своими действиями, словами или бездействием. Вот тут будет у каждого по-своему. Он как раз из этого тандема выпадает. И мы как будто один на один. И даже если есть у вас сейчас, вот иногда это глубокая философия на мелком месте, на какой-то период нам кажется, что мы не можем решить эту проблему. На самом деле эта карта предлагает нам увидеть мир, обстоятельства более объективно. И вообще свести к нулю все эмоции, они конкретно мешают. Ну вот насколько вам это подходит, давайте будем узнавать, что же там за внезапная новость, стремительное событие вас ожидает. Возможно, это то, что мы даже не предполагаем, да? Давайте я так распределю. Где-то нам вот сказали карты, что в любой момент может встать что-либо на паузу. Или как вы можете оказаться словно заложник, может быть, ситуации, обстоятельств. И явно вы этого не хотите. Уже хочется все уроки такие сложные, может быть, жизни подвести к нулю. И чтобы это больше не повторялось и вас не мучило. Итак, внезапная новость, которую вы скоро узнаете. С чем это будет связана новость? Какая сфера жизни или в чем? Ну, это мы позже немножко раскроем, в чем вам придется корректировать свои планы. Сейчас именно сама по себе новость. Итак, что же вы скоро узнаете? Завершение. Иногда я по этой карте говорю изящное завершение. Мне нравится эта трактовка, колет барон Рид. Но это ведь, мои дорогие, освобождение, либерта. То есть здесь происходит какой-то неслучайный период вашей жизни. Или если случайно вы думаете, ну, скорее всего, что-то подобное в вашей жизни было, может быть, не раз. Вполне вероятно, посмотрите, не на каждой карте изображение ангела, но здесь конкретно сам ангел держит песочные часы и говорит: у тебя, ты правильно сейчас как ориентируешься в той ситуации, которая сложилась. И, может быть, как шаг за шагом, не так быстро, это не карта скорости, но время идет. И здесь медленно, может быть, даже где-то, да, имеется в виду не рывкообразно, не вот так вот за один момент мы так одним махом решаем сразу все. Нет.
Здесь все-таки мы должны изящно завершить, поэтому... А если мы говорим о доверии какому-то человеку, который явно принадлежал к вашему самому ближайшему кругу и которому вы доверяли, вот здесь нужно красиво выйти из какой-то ситуации. Ладно, так вот, что же там за внезапная новость? А вы смотрите, конкретно девятка кубков. И здесь карта, когда исполняются желания, мечты и счастье. Вот здесь мы можем трактовать так двояко. Вот то, что в вашем представлении было желаниями, счастьем, вот вы знаете, будут меняться взгляды. Скорее всего, может быть, это будет связано с новостью. Когда вы, к примеру, представляли жизнь, вот у кого-то так, что взаимоотношения с определенной персоной, они и дальше, они на долгие года будут продолжаться, и мы будем как поддерживать друг друга. А вот здесь нет, здесь придется это передумать. Так, как будто это завершается. Да, именно потому, что вы понимаете, человек вел двойную игру. И опять же, карта Луна будет говорить о том, что вы кому-то доверяли, но, скорее всего, были подсказки интуиции. Вполне вероятно, вы сейчас даже себя хотите обезопасить. У кого-то стоит настолько острый вопрос, что вы не верите человеку. Более того, одно дело, когда, как не срослось какое-то дело, или вас, где-то подвел человек, а другое дело, когда вы, вот мы все разные, да, так вот у кого-то это может быть какая-то ситуация, когда вы, глаза открылись, вы понимаете, да, вообще с вами, наверное, с первых дней уже хитрили. Человек вел какую-то игру. Это да, это очень болезненно. Но вот именно теперь, и не с кем-нибудь, а посмотрите, конечно, вы очень ресурсный. Карта императрица. И ведь правда, мои дорогие, у кого-то это будет ситуация, которая связана именно с личной жизнью. Даже с близкими людьми, которым вы раньше доверяли, помогали, увы, этот период может быть очень болезненный, но все же мы спросили. Внезапная новость. Вы знаете, тут могла быть или будет, может быть, вы уже частично эту новость получили, когда вам либо было отказано, либо, может быть, это было отказано по каким-то ситуациям, когда это так сложились еще и обстоятельства. Но сказать, что человек там готов, к примеру, рисковать собой, или чтобы вам помочь вот так вот искренне, он где-то сам готов себя как ужать немножко, или для себя, пусть, допустим, скорее всего, человек понимает очень хорошо ваше положение на данный момент. Но, знаете, своя рубашка ближе к телу. Поэтому вот вы, я могу предположить, вы для кого-то, может быть, даже рисковали. Не знаю, может быть, физически, может быть, финансово где-то, да, или где-то рисковали, пусть, может быть, даже вашим положением в обществе, но тут много может быть рисков. Вот вы именно были к чему-то готовы, вы были, вы сильная личность, вы готовы были что-то преодолевать, или у вас в вашей помощи кому-то складывался такой сюжет, когда вы понимали и свою меру ответственности, и тяжелое положение человека. Вот когда ситуация на 90 градусов, на 180, вернее, перевернулась, и теперь все то же самое в отношении вас, вы то точно видите, что, нет, тут никто не будет в отношении меня действовать точно так же, как я когда-то. Поэтому и выводы вот такие болезненные, как будто вам сейчас совершенно необходимо сделать. Да, с одной стороны, что-то есть, то, что вас радует. Возможно, тем не менее, вы видите выход из создавшегося положения. Пажи – это у нас вестники, поэтому, мои дорогие, вы получите совершенно скоро какую-то радостную весть, которая вас вдохновит, или что-то у вас получится осуществить, или, может быть, все же это у нас вестник, иногда это, опять же, наши близкие, иногда это наши дети. Но тут вот так двояко. Сейчас мы еще откроем один ряд, разложим. Потому что, с одной стороны, это, хочется верить. С другой стороны, это сама по себе приятная новость. Но рыбья голова, которая выглядывает из кубка, говорит о том, что подсмысл идет материальный. Вот с чем это связано? Внезапная новость, что вы узнаете. Четверка кубков. Когда ничего не меняется, тем не менее, в отношении будущего. Вы скоро совсем услышите, хочется сказать,
какую-то, знаете, как старую заезженную пластинку, какую-то песню. Ну, я так условно, да, говорю. Услышите то, что вы слышали до этого. То есть люди не меняются, вот вы к чему придете. Не меняются. Вам кто-то может говорить что-то красивое, доброе. Вам может говорить кто-то, вот мы с тобой, допустим, совершим. Или мы с тобой, вот именно мы с тобой вам будет подавать кто-то вот такую идею. То есть тут может быть даже тот человек, который пытается с вами продолжить взаимоотношения, кстати. А мы там уже с вами по сигнификации рассматривали, что вам, возможно, захочется это поставить на паузу. Ну так будьте тогда готовы. Здесь, даже если пауза какая-то была, тогда человек будет пытаться в эту реку войти дважды. Это будет тоже для вас как-то внезапно. Причем действовать он будет проверенными способами, но вы-то их уже видите. Может быть, потому что человек это точно. У кого-то вся сложность в том, что это близкие люди. А тем не менее, вы как будто рискуете потратить все свои возможности. Может быть, и где-то финансовый риск тоже. У кого-то риск будет связан с домом. Может быть, у кого-то это подписать даже документ, какое-то обязательство. И потом вы будете этим обязательством как связаны по рукам и ногам, причем на длительный период времени. И по 4 кубков, а вот для вас-то как будто для кого угодно изменится. Но мы смотрим, да, чтобы предупрежден, вооружен, как мы сказали. Но вы будете именно, ну точно, все то, что я сказала. Вот вам опять выпадает эта карта повешенной. Когда, да, даже с лучшими пожеланиями или с какими-то опять обещаниями, причем такими надежными, кто-то придет на ваш порог, вам это будет очень приятно слышать, но смысл в том, чтобы где-то усыпить вашу бдительность. Я вижу так. Ладно, давайте еще узнаем. То есть одна новость нам как-то понятна. Может быть, это что-то такое, ну, вам хорошо знакомое. Ну, давайте узнаем. Так, а что же еще стремительного буквально ворвется в вашу жизнь и изменит ваши планы? Что, может быть, это в ближайшее время будет? Что стремительно ворвется в вашу жизнь? Вы знаете, тут какой-то вывод ваш будет. У вас как виртуально говоря, перед глазами проносится несколько периодов вашей жизни. Вы будете подводить итоги, мои дорогие. Это точно, неизбежно. Неожиданный расклад, потому что я собиралась именно на новости как бы тут сконцентрировать наш расклад. А тут нам то и дело говорят о том, что либо это было, либо завершается, либо сейчас какой-то надо вроде бы и рывок вперед делать, но другими методами, либо же, если мы поступим как прежде, опять в какую-то прежнюю плоскость мы можем соскользнуть. И вот это прошлое, вот смотрите, здесь какая-то тема будет все равно граничить с прошлым, потому что вот вы сейчас подводите итоги своим разочарованием, да, вот вашим собственным ошибкам. И именно ошибки у вас были в том, что вы очень добрый человек. Или вы все время включались в какие-то задачи, которые вас не касались. Как брали на себя слишком много. И в итоге вот вы оказались именно там, один на один с какой-то проблемой, и решаете вы ее сейчас в одиночку. Причем вы, скорее всего, с такой проблемой, ну, либо прежде не сталкивались, либо она была в какой-то другой конфигурации. Есть тут элемент новизны, когда вам пришлось действовать вот действительно как-то по-другому. Но вы, видимо, любимчик судьбы, это точно, потому что, посмотрите, 10 ангелочков, старший аркан, колесо фортуны. Сейчас фортуна на вашей стороне. Наверное, это такой замысел, сценарий судьбы, что пока ты не сделаешь какие-то важные выводы, прогресса не будет. Вот я об этом не раз говорила, и здесь конкретно прописано. Это те перемены, когда мы говорим себе «нет», назад в прошлое, не ногой. Вот, видимо, поэтому с чем будут связаны внезапные новости. Кто-то именно, персона, будет пытаться, вот раньше получилось вам втереться в доверие, раньше получилось вам как замылить глаза, или как в вас вселить, ну, опять же, доверие к себе, или вас на что-то вдохновить. Явно кто-то в вашем окружении очень хорошо вас знает. Или, знаете, как суметь как-то так очень красиво
сыграть на струнах вашей души, чтобы в результате услышать ту мелодию, которую человек хочет слышать. А тут нам говорят, нет, вот смотри, ты сейчас вот именно подводишь что-то к итогу. И как только ты вот, как, ну, уже для себя закрыл некоторые гештальты, или когда ты однозначно себе самому или самой дал какой-то обет, не просто обещание, и ты с этого пути не свернешь. И если ты это сделаешь, не соскользнешь опять там на какие-то уловки, уговоры, то тогда для тебя фортуна, ну, совершенно другой сюжет уже приготовила. Словно сама судьба стоит на пороге и просто смотрит, как вы пройдете последние шаги. Я сейчас соберу эти карты для полноты колоды. И мы с вами разложим неожиданная новость, которая изменит ваши планы. Здесь мы еще планы не меняли, как бы, да? Ну вот давайте неожиданная новость или неожиданное событие, стремительное событие, которое уже конкретно ваши планы будет менять. С чем это будет связано? Что в вашей жизни уже, да, как будет происходить? Либо услышите, либо получите. А может быть, это какая-то важная беседа. Вот что это такое? Внезапная новость, которая меняет ваши планы. Ну, в центре, безусловно, праздник после победы, ваши перспективы, 4 жезлов, здесь конкретно какой-то базис. И сама по себе не только, что была победа, но и был праздник. Это карта, когда мы укрепляем собственное благополучие. Есть определенный человек. Или вот, дайте я достану еще одну карту. Что это, о чем, о ком? Вы знаете, либо это дело, либо взаимодействие с какой-то персоной. Я не могу сказать, что это та же персона, которая у нас выпадала по сигнификации. Нет, скорее это будет другой человек. Причем это тот человек, который либо партнерские отношения, может быть, это даже дружба или вопросы работы. Вот именно для вас будет означать, может быть, и новость, какой-то важный разговор с этим человеком. И я допускаю, что это как взаимное сотрудничество или взаимопомощь, вот, кстати. Потому что, обратите внимание, двое разных людей. Как будто разные они вообще сами по себе, эти люди, но не смотрят в одном направлении. Вот, может быть, есть тот человек, который даже с вами, ну, находится на другом континенте. Или, может быть, это в другом статусе находится, да. Может быть, это вы и... Ну, я допускаю. Я не могу сказать, что это руководитель. Но если руководитель, то не самого высокого звена. Ну, то есть не намного выше вас. Где-то вы, ну, практически одинаковы, да, если мы говорим о социальной лестнице. Но в то же время вы разные. Либо вы при разных обстоятельствах, либо при разных возможностях. У вас одни есть возможности, а у человека другие. И вот то, чего не хватает вам может каким-то образом содействие оказать конкретный человек. И наоборот, то, чего не хватает конкретному человеку, он видит это в вас. Поэтому тут я больше партнерские отношения и, главное, прогресс и планы на будущее. Поэтому здесь какие-то планы будут пересмотрены. Именно, может быть, как раз там вот эта 4 кубков и говорит, напоминая, она у нас выпадала, напоминая о том, что для тебя сейчас самое главное, ну, не просто найти собственную точку сборки, а действовать по-другому. 4 кубков нам кубок предлагают, но мы его должны еще увидеть. И я так думаю, что вот вам нужно увидеть какие-то возможности через контактное лицо или какой-то важный разговор, взаимодействие, потому что это где-то есть, с одной стороны, ваше вдохновение, карта радости. Вам придется какое-то взаимодействие именно в таком, знаете, душевном формате выстраивать. Будьте к этому готовы. Ну и буквально старший аркан, ангел Трубита Возрождения. Да, тут есть конкретный человек в вашей жизни, который видит не то, что он за вас душой болеет. Нет, я этого сказать не могу по этим картам. Может быть, оно так и есть, а может быть и нет. Именно через партнерские отношения и взаимопомощь у вас наступает тот переломный момент в вашей судьбе, когда вы больше ресурсов имеете. Что это такое для вас? Внезапная новость. А вот как раз вы и... Вам еще раз придется что-то переделать. Будьте готовы, что
Может быть, какое-то решение вам вот совсем скоро, новость вы можете получить. Иногда это новость, которая может казаться юриспруденцией или какого-то важного документа, когда вам, может быть, придется переделывать как пакет документов, будьте к этому готовы. Или когда вам придется опять же действовать, как будто сворачивать придется, рассматривать вообще какие-то новые совершенно варианты для своей жизни, осуществления ваших планов, потому что предыдущий 20-й аркан говорит, что, ну, это ведь тоже возрождение, но имеется в виду, что назад не ногой. Или когда ты будешь, ну, пользоваться даже совсем не теми методами, рассматривать, может быть, контактировать еще наперед с теми людьми, которых ты не предполагаешь. Поэтому приготовься, что у тебя сейчас начнется жизнь как с чистого листа. Да, увы, и какой-то путь, аркан-отшельник нам говорит, тебе не будет никто мешать. Но тебе нужно настроиться, что тебе какую-то дорогу, жизненный путь, аркан трансформации, тебе придется пройти в одиночку. Ну, на то и ангелов колода, обратите внимание, именно 16-й аркан, нам как будто ангел берет человека за руку и выводит из той башни, которая совсем скоро будет разрушена. Вас судьба подводила к какому-то важному итогу, и все, что произошло, поверьте, произошло не случайно. Тут нельзя долго мешкать, мои дорогие. Тут, скорее всего, когда эта карта выпадает, это, знаете, да, это тоже тут освобождение буквально. Вот как освобождение в старшем аркане 20-м есть такое значение, как дорога к свету. Но пока мы к этому свету проберемся, нам, видимо, придется пройти каким-то узким фарватером и вовремя с чем-то определиться. Иногда я говорю по этой карте успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И если мы говорим, вот смотрите, внезапная новость, которую вы узнаете, она изменит именно ваши планы. Это тут точно что-то меняется. Причем новость, которая касается, возможно, вашей личности, вашей жизни, ваших планов. Ведь тут как жизненный путь, потому что у нас показан конкретно аркан отшельника. Когда слушать придется интуицию и действовать, мои дорогие, вы что-то узнаете совсем скоро, что так, как, может быть, вы не ожидали. А то, что вы предполагали, оно вообще ни разу не вписывается в ту реальность, которая совсем скоро произойдет. А что это такое? Вы знаете, это карта искаженного восприятия. Иногда это карта наших внутренних страхов. Это то, что нам кажется, как волнует, и все как в мрачном виде выглядит. Может быть, это буквально для кого-то из вас, ну вот, проигрывается именно в том контексте, что это нам казалось, что мы уже простились с прошлым. А нет, здесь будет какая-то история, когда вам придется еще делать выбор между прошлым и будущим, по какой дорожке мы пойдем. И надо сердцем делать этот выбор, потому что есть какая-то путаница. Пока мы сами с чем-то не разберемся, вот прошлое нам напоминает снова и снова. Тут вот действительно я говорила, дать себе обет, и потом, знаете, это как подумав, решайся, а решившись, уже не думай. Вот такой философский момент, когда себя придется останавливать от погружения в сомнения, в собственную неуверенность. Потому что какой-то период, я могу предположить, карта Луна еще придется пройти, как на ощупь, исследовать. Вы знаете, тут для кого-то из вас поездка будет. Возможно, та поездка, как вот по отшельнику. Допустим, вы поехали в одно место, это может быть даже уже где-то было с вашими планами, или вы допускали, вы уже знали, может быть, даже, да. А вот здесь даже, когда вы находитесь в том месте, которое вам знакомо, тут может прийти на ваш порог какая-то новость, которая вас заставит вообще пересмотреть от начала до конца. Это как альфа и омега, ваши многие планы. И понятно, что вот эти сомнения или страхи, они могут быть, но тогда приготовьтесь к тому, что как будто по Луне вы будете, тут не просто переход, а тут придется действовать теми методами, которых вы вообще никогда и не предполагали, что вам так придется действовать. Или взаимодействовать с теми людьми, которые раньше вы даже не думали о них. По Луне это всегда сумерки. Это всегда что-то неясное. Это как мы идем по какой-то дороге, а у нас в руках ни компаса, ни карты. Но идем именно на ощупь.
Но посмотрите, мои дорогие, здесь у нас, да, вот как будто трансформация, да, вот так волшебно. Второй триплет. Пара. И здесь, если мы говорили жезлы, это дела, работа, бизнес, откуда к нам приходят деньги. А вот все-таки двойка кубков говорит о паре, которая, ну, уже о доверии. Вот эта карта доверия, верность. Здесь может быть, даже пусть это партнерские отношения, но мы говорим о верности, о надежности. Вот двое проходят вместе какую-то трансформацию, и вы от этого не уйдете. Есть какой-то человек в вашей судьбе, который вот, ну, вы участвуете в его трансформации, а он участвует в трансформации вашей. И это как по судьбе. Поэтому будьте к этому готовы, потому как вполне вероятно то, что вы вдвоем узнаете. И каким-то образом, пусть даже один сначала кто-то узнает, а потом передаст другому, но, стало быть, вы вместе будете искать выход из создавшегося положения. Королева жезлов и паж земли. Вот это огонь в сердце. Да, здесь идет именно ум, идет именно интеллект по этой карте. Но точно так же идет, как знаете, где-то ну, нетерпение или желание что-то осуществить. Может быть, и как-то быстрее ускорить события, разобраться в каком-то вопросе. Но в конечном итоге мы говорим, почему так происходит? А потому что вы еще какую-то новость узнаете. Или у вас будет возможность получить какой-то документ очень важный, который перед вами откроет, ну, возможность само по себе. Потому что именно в этой колоде, обратите внимание, молодой человек, он счастлив, доволен. Он готов продолжать обучение дальше, поэтому книга у него под мышкой. Ну вот конкретная бумага, конкретный документ. Он получает, и как будто все готово. Он очень рад. Поэтому здесь вот такой пункт, когда мы не просто, как отшельник, я говорила, идем в одиночку. Тут есть ваши какие-то планы, которые вам совершенно необходимо именно продолжать. И, может быть, через взаимодействие. Пусть это есть ваш интерес и интерес какой-то персоны, но тогда и для вас, ведь тут решается какой-то очень важный вопрос, а он для вас с перспективой на долгое время. Он для вас как раз и будет означать, когда закрываются последние гештальты и когда у вас первые шаги дороги к свету. Неожиданная новость, которая изменит ваши планы. Карта романтики, конечно, да? Но иногда по этой карте, ну, просто нам говорят о том, что в вашей жизни будут какие-то радостные события, что-то приятное. Но вместе с тем по этой карте нет еще надежности. Поэтому, что есть тогда, мы говорим, а когда нам хочется, вот может быть тоже такого рода испытания, да, а у нас, посмотрите, выбор вверху, и где-то вот холодность суждений, да, или когда рационализм не должен или не должны эмоции где-то подавить вот этот рационализм. Потому что если мы всегда по этой карте рискуем как бы соскользнуть на эмоции и очень рискуем. Значит, карты предупреждают, для вас это важно. И здесь ведь нет изображения ангелов, то есть это ваше решение или это ваше видение. И мы всегда, с одной стороны, мы можем чересчур драматизировать, а с другой чересчур доверять. Поэтому вот вам нужно все равно как будто себя останавливать. Мы говорим об этом сначала сигнификацией, что, знаете, как ахиллесова пята, это именно доверие. Я не призываю к тому, безусловно, что быть вот таким Фомой неверующим. Нет, конечно, потому как и карты нам говорят, взаимодействие, оно все равно будет продолжено. Но это не ожидать, может быть, как от людей, быть вот таким философом, да, мудрецом, не ожидать от людей слишком многого. И даже если вы на многое способны, а может быть даже другой человек, он в вас и видит сильную личность и удивляется, что он такими качествами не обладает. Поэтому не отдать себя во что-то, в какое-то дело или конкретному человеку без остатка. Оставить что-то для самого себя или самой себя. Потому как тут мы драматизируем, а здесь мы можем такого надумать по Луне. Мы можем и расслабиться. Луна стирает грани, стирает границы, не дает нам четкости, понимания. Но, видимо, тем не менее, если мы такой вот лунной дорожкой идем и оставляем для себя всегда маневр,
Тут ведь есть все же продолжение, да? Трансформацию проходит двое. И вот для вас с конкретной бумагой какой-то будет связано, может быть, исполнение желания или как путь наверх. Что изменит ваши планы? Что неожиданно, давайте так, что или кто неожиданно изменит ваши планы? Старший аркан, колесница. Услышанная новость даже в средствах массовой информации. Может быть ситуация, которую нужно спешно решать, нельзя оставить на завтра. Для кого-то из вас это будет как вопрос, который, вот смотрите, тут у нас старшие арканы, вот от чего праздник и победа, да, зависит. От того, что вот в одиночку, да, вот по какой-то такой, знаете как, дорожка лунного света вам придется какое-то время пройти, но потом ситуация будет ускорена. Будьте к этому готовы. Может быть, так вот поначалу, ни шатка, ни валка. И вот эта трансформация, и непонятно, не то это взаимоотношения, не то это как-то мы тут общаемся, или, может быть, это вообще непонятно, получится ли из этого тандема что-либо. Вот давайте мы достанем карту, естественно. Вот посмотрите, тут у кого-то меняется статус через взаимоотношения. Может быть и статус по работе, а может быть и по личной жизни. Все же мы все разные, у вас карта императрицы. Опять, посмотрите, два старших аркана. Как будто жизнь императрицы меняется. Мои дорогие мужчины, ну перекладывайте на себя. Это карта заботы, это карта внимания, это карта вашей ответственности. Ну просто не будем рассматривать как именно по полу карту. И я знаю, что у многих из вас, кто на моем канале, у кого-то ситуация, кто деток воспитывает сам. И вы, и мама, и папа, и, может быть, и есть в теме. И именно иметь такую очень важную женщину, которую вы и любили бы, и могли ей доверять, и она отвечала вам точно тем же. Вот, но для вас, мои дорогие, любимые девочки, тут ваша жизнь прям буквально совсем скоро будет меняться. Причем будьте готовы, это не те перемены, когда сидели мы ждали, словно ничего не делали. А ну нам, в принципе, и сигнификация деятельного человека выпадала. А потом вдруг, как по мгновению волшебной палочки, что-то тут меняется. Нет, мы меняем, вы меняете тут именно сами. Поэтому здесь могут быть такие внешние события. Опять же, старший аркан, обратите внимание, везде изображение ангелов. Поэтому что скоро изменит ваши планы? И здесь у нас как сила желания. Эта карта тоже победы, тут так и прописано. Но когда вы еще что-то передумаете, будьте готовы к тому, что либо это известие, либо эта ситуация вокруг вас, она вас заставит действовать совершенно по-другому и рассмотреть для вашего же благополучия, собственной безопасности, для, может быть, более стабильного положения по части финансов. Вам придется что-то переиграть. И вполне вероятно, это будет связано даже с дорогой и путешествием, что еще изменит ваши планы. Здесь будет, знаете, как какая-то наша прошлая ошибка, она снова о себе даст знать. Возможно, кому-то из вас придется, посмотрите, как, да, пятерка воздуха или пятерка мечей, как мы это называем. Ну, тут, знаете, здесь могут быть конфликты. Иногда мы говорим, это карта первой победы, иногда это могут быть отношения, когда был конфликт, когда было, может быть, или даже расставание, или было расстояние вот между людьми, когда была пауза сама по себе. Вот здесь что-то вам придется, возможно, с некоторыми людьми, которых вы очень хорошо знали, вам придется изменить немножко планы по взаимодействию с этими персонами. Может быть, я не знаю, что это будет. Либо это будут еще все же по этой карте, когда именно в этой колоде мы можем тоже, нам тут где-то говорят, не драматизируй, тебе тут надо будет решить что-то, ну вот конкретно. Поэтому, может быть, это как раз и связано, вот как по сигнификации, с каким-то человеком, который уже, ну, выпал из вашего доверия. А тем не менее, ну, такие люди в нашей жизни тоже есть. Доверять-то мы не доверяем, но отказаться мы не можем. То есть родственники, соседи, коллеги, да кто угодно. Поэтому все равно вам придется какую-то новую стезю выстраивать взаимоотношения именно с конкретной персоной, и этого человека вы не исключите. Может быть, даже для вас, опять же, выпадает десятка кубков, это будет говорить, это кто-то из близких. Но я тут больше вижу, посмотрите, у кого-то из вас могут измениться планы вообще, и как
переезд какой-то может быть осуществлен. Здесь может быть, как если мы говорим, аркан императрицы, для кого-то может произойти такое важное решение, куда-то поехать, отправиться, сменить место жительства, потому что это иногда карта дома. Ну и карта семьи, карта любви и радости, мои дорогие. Вот конкретно то, что прописано. Но иногда ведь это и финансовое благополучие. Вот поэтому к чему, вот если мы даже бы спросили, к чему все идет. Вот нам весь наш расклад вот так вот поступательно, может быть, постепенно. И вот вы сейчас вроде бы, если сигнификации доверять, да, вы решаете какую-то проблему, которая вам кажется, ну, действительно проблема, как дилемма. А это всего лишь первый этап какой-то судьбоносной подготовки к более важным переменам. Мне хочется достать, раз вам это вы не сможете изменить, потому что вот это как дорога к счастью, но такая вот непростая, мои дорогие. И будьте готовы рассмотреть все варианты и, может быть, даже быть легким на подъем вам придется. Но давайте мы с вами достанем вот как карта совет. Что нам посоветуют карты? Влюбленные. Договариваться придется. Это карта выбора. Это карта и реализация. Это карта и эмоций. Приготовьтесь, что перед вами самый главный выбор. Выбор вашей жизни, он еще впереди. Вот это туз жезлов. Нам изображен ребенок, девочка. И это не случайно, потому что я говорила, действовать по-другому, новым методом. Мы как дети чувствуем себя, да, вроде бы и опыта, может быть, да, и возраст уже, и все понятно нам, да, куда бы мы хотели или что продолжить, а что у нас, как минусовый какой-то опыт. Так вот, будьте, мои дорогие, готовы к тому, тут правда вам придется принимать совершенно новые решения. Вообще какую-то тему, может быть, отношения, работы, вам свою жизнь придется перестраивать на новые рельсы. И это произойдет совсем скоро. Вы будете чувствовать себя, ну, я как новичок, или я как ребенок. Я не знаю, как это мне, ну, вообще, на что надеяться, может быть, и так. Вы будете чувствовать, что это та дорога судьбы, по которой вы точно раньше не ходили, но это будет возможность. У кого-то это будет как и решение, приготовьтесь к этому. Иногда это карта новостей, каких-то новостей и явно от того человека, с которым было взаимодействие. Какая-то новость будет вами получена, но вам как и решение придется принимать, решиться на что-то и еще сделать первый шаг. Все карты нам только об этом. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние и добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылки будут в описании под видео. Берегите себя и будьте счастливы и любимы всегда.